Приветствую, друзья! Бои сейчас, как можно заметить, проходят и ночью, потому что все-таки дроны наши российские уже, естественно, видят натовскую технику в темноте и, конечно же, могут по ней бить. И, как следствие, конечно же, вот очередная колонна натовской техники уничтожена бойцами русской армии. Ну и, собственно, если просто анализировать в целом, то даже натовские наемники вынуждены признать, что, конечно, за последний месяц фактически продвижение русской армии просто было самым таким интенсивным и колоссальным. И, конечно же, это очень не устраивает западные корпорации, которые через Трампа, через Британскую империю, через Евросоюз, конечно же, хотят максимально остановить русскую армию и таким образом сохранить за собой как можно больше своей частной собственности, так называемой. Они так решили, что земля вот Украины, это все принадлежит им, но здесь конкретно есть нюансы, потому что, конечно же, нашу часть нашей родины, естественно, никто не отдаст. Именно поэтому заграничные наемники активно сейчас гибнут на поле боя, и вот очередной американец поедет домой в гробу. И, конечно же, подобных историй сейчас на передовой очень и очень много, потому что все больше и больше Пентагон вынужден задействовать именно иностранных наемников, потому что объективно потоки просто бегства из натовской ЧВК ВСУ граждан Украины, они сейчас колоссальные и примерно держатся на отметке в 20-25 тысяч конкретно в месяц только тех, кто просто дезертирует. Данному процессу, конечно, помогает и ВКС РФ, потому что конкретно бьют гераниями сейчас не только по различным военным объектам где-то на большом удалении, а и также те города, которые находятся близко к линии фронта и где находятся натовские наемники, туда также очень часто стали прилетать герани, и теперь конкретно по располагам различным натовских наемников регулярно прилетает, и они от этого, мягко говоря, не в восторге. И, конечно же, там в большом количестве горит их различная там техника, пикапы, естественно, там все это вперемешку с БК, оно все взрывается и так далее, и данные кадры, конечно же, просачиваются в сеть. ВКС РФ также, конечно, регулярно наносил удары за последние сутки по Николаеву, ну и вчера вот очень жестко ударили по Дружковке, там все-таки отделение ТЦК местное прекратило свое существование, ну и также ряд целей было уничтожено. Кстати, из интересного, обратите внимание, насколько точно стали бить авиабомбы наши с модулем коррекции и планирования. То есть ВКС РФ добилась просто феноменальной точности, и действительно, если раньше можно было фиксировать, что некоторые авиабомбы прилетали куда-нибудь посреди поля, то сейчас это все в прошлом и конкретно прилетает очень просто вот четко, и, конечно же, это вызывает очень серьезные потери среди натовских наемников. Причем, если прилетает, например, по городской застройке, где там окопались натовские наемники, то даже вот свои автомобили они могут находить на деревьях, и, собственно, это, конечно же, натовским наемникам сильно не нравится. Примечательно, что ВКС РФ все больше использует тяжелые авиабомбы с модулем коррекции и планирования для ударов по различным мостам и логистическим центрам, и конкретно можно обратить внимание на данное видео вчерашнего удара по мосту в Херсоне, и можно заметить, что действительно у натовских наемников все больше проблемы, потому что если раньше думали, что мосты могут уничтожать только каким-то сверхоружием, потому что это достаточно серьезные такие массивные конструкции, и в Советском Союзе действительно умели делать мощные мосты, которые очень проблематично уничтожить, то сейчас мы видим, что с этим будут справляться конкретно авиабомбами с модулем коррекции и планирования. Причем нужно понимать, что дальность таких авиабомб у ВКС РФ может составлять и 100, а то и 200-300 километров, если приделать туда небольшой двигатель. Вот такая вот дырка остается на мосту после прилета авиабомбы, и, конечно же, Херсонским мостом ВКС РФ не закончили, потому что такие удары наносятся на регулярной основе, некоторые даже попадают на видео, и конкретно можно это лицезреть. Однако режимники Зеленского начали переживать уже даже совершенно за другое, потому что, как оказалось, все-таки по аналитике натовских спецслужб наши российские дроны-камикадзе надводные — это очень серьезная и грозная сила, и по данным натовской разведки
данных дронов уже могут выпускать сотнями. А это означает, что фактически Одесский порт и различные порты на Дунае и, собственно, порты в районе там Николаева и так далее, это все фактически мишени. И если, собственно, уже ВМФ России начнет атаковать надводными дронами камикадзе с очень серьезным боезарядом под, знаете, тонну взрывчатки, то, конечно же, там просто разнесут реально все в пух и прах. И натовские наемники начнут постепенно это осознавать. И, конечно, по этому поводу их эксперты уже выражают свою очень срочную обеспокоенность. На этом фоне натовские спецслужбы также публикуют информацию, что аэропорт в Донецке восстанавливают, а это значит, что данный объект, который находится километров 30-40 от линии фронта, сейчас будут активно использовать и, конечно же, скорее всего, будут использовать под запуск различных дронов и так далее, ну а может даже и авиации, потому что как-никак линия фронта сейчас очень серьезно двигается, и, знаете, через несколько месяцев этот аэропорт просто окажется в такой зоне, куда очень будет тяжело каким-то образом натовским наемникам дотянуться. Поэтому здесь, конечно же, нужно понимать, что планирование боевых действий идет на несколько лет вперед. Британии также это прекрасно понимают, поэтому уже и делают заявления в отношении того, что боевые действия, конечно же, будут продолжаться в любом случае как минимум еще 1 год. Ну, а, собственно, режимники Зеленского на этом фоне, также понимая и осознавая, что война это надолго, вот уже даже администрацию Донецкой области из Краматорска переносят в Днепропетровск. Это означает фактически, что есть уже понимание у натовских генералов все-таки, что и Краматорск, и Славянск, и, естественно, Запорожье, и Херсон, и многие другие города, конечно же, очень скоро перейдут под контроль русской армии. При этом, кстати, с Херсона также сегодня объявили эвакуацию. Это означает, что все-таки вот натовские наемники, понимают, что долго они там не продержатся. Ну а на международной арене закончилась информационная спецоперация западных стран в отношении истерики, что, мол, Индию удалось Трампу прогнуть, и теперь уже Индия прекратит закупать российскую нефть и так далее. И уже, знаете, подоспели официальные данные, что Индия послала Соединенные Штаты в пешее эротическое путешествие всерьез и надолго. И, собственно, если некоторые заводы прекращают закупки российской нефти, то здесь в первую очередь идет торг по цене, нежели про какие-то там санкции или там угрозы от Трампа. Поэтому, очевидно, сейчас такая тенденция очень и очень позитивная для России и фактически обозначает, что против США и Британии, против вот этого фактически вот мирового конгломерата террористического очень активно выступает, конечно же, Россия, Китай, Индия, Иран, и также много других стран, которые явно не могут поддержать сейчас Российскую Федерацию в этой благородной борьбе с англосаксонским нацизмом. Ну и, собственно, конечно же, они делают все возможное для того, чтобы нашей родине, например, проще было обходить санкции, ну и много чего еще. При этом дошло до того, что режим Зеленского вынужден фактически покупать российский газ с словацкой и венгерской наценкой. И таким образом получается, что режимники Зеленского просто вынужденно спонсируют российский бюджет. А эти деньги, знаете, в российском бюджете очень пригодятся для армии, потому что, как-никак, затраты сейчас на ВПК российские очень большие. И фактически сейчас режим Зеленского для того, чтобы хоть как-то там выживать и складывать концы с концами, сейчас просто финансирует за кредитные деньги, получается, западных стран российскую экономику. То есть это действительно просто, можно сказать, такие вот форматы, которые очень сложно вписать в войны, которые шли в 20 веке, потому что прокси-конфликты, вот такие современные, в 21 веке, они настолько завязаны экономически, что речь идет уже в первую очередь конкретно о конкретных выгодах от продаж тех или иных ресурсов, тех или иных товаров или услуг, и конкретно уже просчет, насколько, собственно, можно будет прибыль с вот подобного рода торговли пустить на боевые действия. Параллельно с этим гауляйтер Зеленский пытается удержаться у власти, и поэтому уже срочным образом ратифицирует столетний договор с Британией. И это, конечно же, история четко говорит о том, что под ним очень серьезно шатается кресло, и его будут
будут в любом случае обнулять, потому что у него была уже попытка конкретно перехватить инструмент контроля западных стран в виде антикоррупционной вертикали, поэтому, конечно же, Зеленского и персонажа такого, как Ермак, разберут просто и обнулят в ближайшее время. Ну и, конечно же, британцы из этого извлекут максимально выгоду, ну а дальше просто присоединятся к обнулению. Ну и, собственно, сам вот этот инструментарий контроля западных стран уже начал работать и обнулять режимников Зеленского. Конкретно вчера обнулили депутата, арестовали его на коррупционной схеме. Также вот вынужден Зеленский был сдать своего главу одной из областей, которого сам назначал, и точно так же сейчас вот будут продолжать выбивать конкретно тех депутатов, которые являлись вот соучастниками в попытке перехвата управления над так называемой антикоррупционной вертикалью у западных стран. Ну а пока в Соединенных Штатах Америки Трамп увольняет главу статистики, потому что он прислал ему отчет, который не соответствовал его ожиданиям, мы наблюдаем, что в секторе Газа продолжается геноцид, и процесс кормления фактически более миллиона палестинцев сейчас проходит сбрасыванием просто с самолетов еды, и это, конечно же, просто продлевает агонию, потому что фактически вот режим Нетаньяху там проводит политику самого настоящего геноцида, и через голод, через различные болезни, через отсутствие возможности получить медицинскую помощь, нормальную чистую воду и так далее. То есть эти все процессы, к сожалению, сейчас там в секторе Газа просто максимально жестко вот деградируют. И это, кстати, подтверждают даже американские ЧВКшники, которых туда режим Нетаньяху был вынужден пустить еще несколько месяцев назад. И эти сейчас ЧВКшники выходят в эфир американских СМИ и рассказывают про то, какие зверства творят там солдаты режима Нетаньяху. И фактически вот он даже рассказывает про ребенка, отца которого убили американскими авиабомбами израильская авиация. Этот ребенок просто целует руку, получается, американскому ЧВКшнику, который дал ему еды. Ну, а, собственно, буквально сразу там через несколько часов этого ребенка израильские солдаты просто застрелили. Это, конечно, вызвало шок у американца, потому что все-таки такие зверства он, очевидно, не воспринял ни в какой форме, и по этому поводу сейчас просто публично рассказывает, что там за ужас сейчас происходит, и что за черти конкретно сейчас под флагом режима Нетаньяху творят беспредел, и фактически просто сейчас прямо на наших глазах фактически в онлайне совершают преступления против нас, против человечества. Тем временем российский ВПК активно начинает заниматься разработкой дронов типа Баба-Яга, и конкретно уже идет вовсю тестирование данных дронов. Конечно же, аналоги есть на поле боя, но мы видим, что запрос в войсках он выше, нежели то, что сейчас имеется. Поэтому сейчас очень активно будут уже производить такие дроны в серийном масштабе. Ну и, конечно же, также американский ВПК очень серьезно развивается в плане вот различных дронов. Ну и поэтому мы видим такие кадры, когда сейчас дроны могут даже уже и под воду нырять, и из воды выныривать, и лететь дальше уже по воздуху. А это, знаете, очень серьезная история, потому что в ближайшем будущем мы сможем наблюдать дроны, которые просто будут вылетать из воды и конкретно уже бить по целям. А это все-таки, знаете, очень серьезная угроза. Также американцы откатали уже технологию самолета на солнечных батареях, и вот конкретно экспериментальные вот машины уже могут спокойно в небе находиться под 72 часа, а это в плане вот разведки и так далее очень, знаете, суровая история, и эти технологии, конечно же, недооценивать нельзя. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал, потому что там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка находится по традиции в описании под этим видео. До скорого!